Друзья, всем привет! Ну что, сегодня продолжаем наш челлендж. Продолжаю делать курточку. И судя по тому, сколько тут деталей, я так посмотрела, так я эту курточку буду делать, походу, и даже не 2 серии. А возможно, и все 3-4. Насколько я тут вижу, насколько тут можно упороться в этой курточке. Но в целом, поскольку я уже давно не снимала никаких видосов, то меня это не пугает. Не знаю, пугает ли это вас. Напишите в комментариях, готовы ли вы смотреть все серии или нет. Ну что, поехали. Что сегодня будем делать? Так, нужно разметить швы на рукавах. Потому что, когда я буду делать второй слой, а я буду делать второй слой, все вот эти штучки должны быть, как бы это сказать, уже готовы. Все линии должны быть проложены. Так, тут еще интересно с воротником. Интересная история. Так, давайте посмотрим. На рукавах у нас будет нашивка, и на рукавах у нас будет шов, который сзади виден хорошо. Вот здесь вот он сопрягается вот с этой линией. Я еще не уверена по поводу высоты вот этой линии на спине. Насколько ее нужно делать высоко или низко. Что-то мне кажется, что надо чуть... Вообще, эта линия должна была бы быть по лопаткам. В нормальном человеческом мире. А у меня она как бы до лопаток не дотягивает. Дайте я гляну. Так, translucent. У меня ж нету аватара. Аватар показать. Это где-то вот здесь вот должно быть. И она должна быть, наверное, почти что на высоту вот. Да, надо ее спускать однозначно. Давайте-ка я ее спущу сантиметра на 2, а то и на все 3. И посмотрим. Ай-яй-яй-яй, придется тут кривую менять. Ну, это ладно. На 3 это мало. Даже, наверное, хочется ее куда-то сюда спустить. Еще на 1 сантиметр. Да. Теперь только вот непонятно, вот эта линия должна сюда приходить или все-таки уходить немного под мышку. Если посмотреть вот с этого ракурса. Так, Alt-7, да. То мне, в принципе, меня вот это вот устраивает. Вот это положение линии. Да. Да, меня устраивает вот это положение линии. Я не знаю, что тут. Так, теперь вот это должно быть ниже. Так у нас парень более худощавый какой-то. А хотя, знаете что? Эта линия визуально, видите, дугой изогнута. И возможно, надо было ее делать вот следующим образом. Поднять ее сантиметра на 2, наверное. Вот так вот. Она должна быть типа наискось. И еще, может быть, она должна быть... Ну, скорее всего, она должна быть какой-то кривой. То есть не просто прямая такая, да, а вот такая вот дуга. И тогда она как бы визуально вроде бы прямая. А вроде бы и нет. Ну, как-то так. Хорошо. Здесь 15. Давайте я сделаю до сюда, доведу.
допустим, на 2. Так. Что у нас тут? Маловато. Семнадцать 4 уже много. Да, блин, конечно. Буквально 1/100. Все, здесь 17, здесь... давайте посмотрим по вот этой стороне. 36, значит, должно быть... Значит, здесь должно быть 19. Вот это поднимаем. Все. Здесь окей. Здесь дотягиваем до краешка. Здесь ставим, наверное, вот в эту точку. Дальше. Так, я не показываю горячие клавиши, да? Хорошо, теперь должно быть видно. Интересно. О. Вроде как так. Так. Ну, типа прямая линия, но не совсем прямая. Будем плясать отсюда. Значит, что у нас здесь? 17 и 1. Ну, какого ж фига? С. Ладно, давайте вот так вот сделаем. 17. Здесь 19. По всей видимости, пока я крутила вот это вот, там слетело. Так. Давай уже привяжись. Привяжись. Да, привязалась. А мы можем как-то... Слушайте, раньше можно было как-то эту точку привязывать к краю. А сейчас почему-то вот этой функции нету. И я не знаю, как это сделать. Ну ладно. В принципе, меня только смущает, что... Так. Давайте я так попробую. Где-то сантиметров 6 должно быть расстояние. Вот так. Так, хорошо. Значит, это у нас 17, да? Значит, нам нужно здесь тоже найти этих 17 сантиметров. И куда-то сюда. О, можно, знаете, что сделать? Короче, берем вот эту точку и тащим ее. Ой, так, и что это у меня тут все расшито? Мне не получается так подтащить. Так, блин, не хотелось бы тут, конечно, вот резать это. Ну, давайте подрежем x. Допустим, я хочу, чтобы это было 17. Ну, в смысле, точку поставлю. Хотелось бы, чтобы это была цельная кривая. Ну, уж раз не получается, то хрен с ним. Так.
Дальше убрать бы здесь вот эти лишние миллиметры как-нибудь. Да, чтобы здесь было 19 ровно. Оу, что случилось? 17 и 19. Так, швы N. Ну. Б. А, понятно. Окей. Хорошо. Швы у нас что-то уехали. Все, назад вернулось все. Отлично. Так, здесь типа да. Вот теперь непонятно, какой должен быть здесь отступ. Давайте я эту точку сюда заткну, а потом потихоньку сориентируемся. Где-то сантиметров на 11, наверное. Друзья, а вот в этом самом месте произошел маленький факап, потому что аж целых 15 минут этого видео я записала без микрофона. Как мне это удалось? Ну, даже не спрашивайте. Я на это не знаю, что ответить. Как-то прокомментировать то, что происходит на экране, я даже не знаю. Мне сейчас будет сложно, поэтому думаю, что эти 15 минут вы проведете с каким-нибудь музыкальным сопровождением. Ничего критически важного здесь особо не происходит. Я думаю, что вы поймете и по визуалу, что здесь я делаю. Ну, в общем, все самое интересное вас ждет впереди. Наслаждайтесь.
Ну что ж, пора мне возвращаться. Сейчас начнется мое сопровождение голосом. Друзья, я забыла включить микрофон и разговаривала без микрофона. В общем, что я тут делала? Я сейчас проставляю линии, где у меня будут швы во всех местах. Так, первый отступ я делаю 0,2 миллиметра. И второй отступ я делаю потом на сантиметр. Так, да. Тут у меня будут детали. Вот эти линии я оставляю для того, чтобы потом поразрезать детали, посшивать между собой. Базу я не буду разрезать и сшивать. Я буду разрезать и сшивать только второй слой. Вот здесь я разрезала и сшила, потому что у меня здесь не прямая линия. То есть, потому что здесь нужно было сделать что-то наподобие выточки. Поэтому я здесь разрезала и сшила. Так, что спереди? Спереди у нас сверху шов. Хорошо. Делаем здесь то же самое. Так, и сантиметр. Так, это еще не все. Мне для начала, перед всеми этими этапами нужно будет вшить замок и разобраться с этой немножечко с горлом. Потому что тут сейчас не совсем понятно, что тут с этим горлом. Ладно, в принципе, так, меня вот эта линия устраивает для карманов. И у нас это задняя штучка будет. Это internal Isoline в другую сторону. Так, а куда же ты это делаешь? Нам нужно сюда. Один. Сюда. Хорошо. Так, здесь будет просто плоский шов. Без всяких этих. И самое время нам пошить этот, как его. Давайте-ка я уберу вот это вот. Поставлю на 100. Потом мы с этим будем разбираться. А пока что... Так. Да, еще плечи. Что у нас в плечах? В плечах... Блин, плечи не видно ни финта из-за вот этой штуки. Так, видно. Плечи идут у нас, значит, задняя полочка. Вот здесь. Так, это internal Isoline 0,2. Окей, не туда. Так, default. Окей. И это internal Isoline 1. Так, это у нас здесь будет. Дальше. Нам нужно
горловина. Так, нет, горловина просто шов прямой. И ничего не происходит. Пока что типа все. Но вот я не знаю с этим карманом, что делать. Надо бы его, наверное, наметить. Вот этот вот встроенный карман. Потому что это было бы хорошо. Так, здесь тоже все простой шов, ничего такого. Ладно, давайте наметим карманы, вот эти вот здесь вот. И еще такой момент, что они у нас должны быть как-то на косу расположены. Тогда сделаем следующее. Add internal isoline. Так, вот это я отключаю. Где-то на 2 сантиметра выше пусть будут. Дальше я хочу Z. Я могу удалить. Так, C. Remove all curve points. Да, я удалю все кривые. А почему у меня здесь кривые эти точки кривой стали? Это, конечно, не очень хорошо, ну ладно. Так. Trim. Chosen line. Ну. Trim. Так, давай так. И что? И что за радость такая? Ладно. Так, Q в обе стороны. Давайте сделаем 20. Блин, что я это сзади сделала? Это же на передней нужно было делать. Балда. Так. 2 сантиметра. Достаточно. Так. Remove all curve points. Так. Trim to outline. Похуй. Так, это 20 в обе стороны. Смотрим. Куда? Большой карман или не очень? И нужно ли было мне удалять эту кривую? Или нужно было оставить как есть? Так, и 2 сантиметра это дофига. Блин, наверное, надо было оставить как есть и все. Давайте сделаем так. На 1 сантиметр и вот так. Да. Теперь так, какой? Да не очень-то тут сантиметров 4, может быть. Допустим. Так, 3. Line. Хорошо. Надо больше. Еще на 1 сантиметр. Ну, нет, 2 на 2. Так, хорошо. Здесь будет клапан. И он почти что рядом с клапаном будет. Какого размера у нас будет клапан? Давайте сделаем
Add internal isoline где-то... Так, клапан сантиметров 6, значит 3. Add internal isoline 3. Не, клапан будет шире. Определенно точно. Значит, 4 сантиметров 8, значит, он будет. Хорошо, вот это будет ширина клапана. Вполне себе. Да. Как раз. А это... Все равно хочется еще меньше сделать. Допустим, еще на 1 сантиметр. Ну или на полсантиметра. Ну, типа да. Теперь здесь. Допустим, сантиметров на 20. Хотя это... О, нет. О, нет, нет, нет. Давайте так сделаем. Сейчас я тут потыкаю. Просто эти точки удалим. А здесь обрежем. Так, теперь похоже. Типа да. А что у меня, кстати, 4 этих? Теперь да, похоже. Единственное, что... ну, да. Нормалек. Теперь смерджим все точки эти. Все, тут у нас получилась цельная такая штучка. Блин, вот хочется поднять ее на 2 миллиметра. Наверх. Ну, как-то так. Пусть эти карманы будут повторять вот этот изгиб, потому что, ну его нафиг. Не хочу я, чтобы они ровные были. Так нормально будет. Так, единственное, что теперь мне не особо нравится ширина. Мне кажется, надо их немного укоротить. Все-таки на сантиметр. Так, тогда придется это все-таки разъединить. Так, здесь окей. Блин, надо было не на сантиметр, а на полсантиметра. Как и зря я... Так, делаем следующее. Вытаскиваем. Это трим. Угу. Это сюда.
Здесь окей. Теперь по поводу вот этого края. С одной стороны, вроде бы да, а с другой стороны тоже хочется отодвинуться на... Хотя... Ладно, нормас. Так, давайте мы построим сразу сюда линию. То удаляем. И отсюда будем строить карманы. Карманы у нас идут прям клапан. И отсюда вылазит. Какая высота? Q. Допустим, 22. Сделаем следующее. Выровняем по Alt-R. Так, да. Да. Но. Тут поширше немножечко, чем тут. Что насчет высоты? Высота кармана, наверное, должна быть все-таки побольше. Так, Merge Overlapping Points. Давайте на сантиметра 3. Так, клапан. Давайте я сделаю сразу клапан здесь. Так, что это у меня получилось? 19 с половиной. Да. Да. Кстати, какой-то такой себе этот. Давайте его уменьшим как раз-таки на полсантиметра. И сделаем до 19. Там как раз такая же история с этим. С торчащим верхним карманом. Вот это сверху он немножко торчит. А этот вот так будет. Так, высота. Что я сделала? Мне нужно было сделать не внутреннюю линию, а... Так, 19 на 3, допустим. И клапан у нас должен быть из этой ткани. И мы его ставим сюда. Давайте я его привешу сюда, что ли. Да я его даже пришью туда. Давайте так, пришью на время. Так, сюда. Сюда. Ну и что с тобой случилось? Ты можешь как-то не залезать туда? Ой, еще ж надо тюрнет сделать. Да. Ой, что с тобой случилось? Только не это, пожалуйста. Значит, давайте это заморожу тоже. А то что-то с ним не то происходит. Так, Б. Тюрнет. Друзья мои, тюрнет. Тюрнет — это когда... Давайте я поставлю set sublayer. Раз он так... Все.
Хорошо. Теперь можем с ним что-то договариваться. Окей. Значит, клапан. Давайте сделаем его 5, например. Так, нам единственный ориентир — это высота вот этой штучки. Допустим, она у нас сантиметр, значит, таких штучек влазит сюда 1, 2, как минимум 2. А у нас сантиметр. Ну, примерно типа так. Делаем здесь, ставим точечку, опускаем на сантиметра 3. Вроде бы оно. Дальше. Вот теперь, мне кажется, соотношение ширины к высоте. Теперь мне кажется, что этот карман слишком глубокий. Давайте поднимем на 2 сантиметра. Так. Типа нормально. Теперь мы убираем у него x где-то сантиметра. Давайте сначала по 2 уберем, а потом, если что, добавим. Так, 2, наверное, мало. X. Давайте здесь проверим на 3. Так, 3 мне больше нравится. Тогда 1. 1. Смотрим, что у нас тут. Ну, типа да. Но теперь мне кажется, что они все равно длинные. А возможно, еще и широкие. Давайте сделаем так. На 1 сантиметр убираем. Дальше вот это на полсантиметра. Так. И нужно будет тоже 1. Так. И тоже укоротить. Давайте так сделаем. 3. Опа. Можно пока не делать так. Блин, почему-то хочется сделать в размер с карманами. А не вот это вот все. А еще хочется вот это отодвинуть. Давайте сделаем так. На полсантиметра туда. И пусть оно... Так. Да.
Так, не хочу я делать выступающую эту фигню. Так, делаем. Все. Теперь ровно размер в размер. И все. Окей. С карманами вроде бы разобрались. Давайте клапан я уберу. Пусть он пока где-нибудь поболтается отдельно. Сейчас я его разошью, чтобы он мне там не тянул ничего. Так, только сами карманы, конечно же, прям в самый притык не должны втыкаться, а где-то на сантиметр должны быть ниже. А может и на 2. Так. Блин, все равно хочется сделать карманы не такие высокие. Давай еще на сантиметр. Может и больше надо, но ладно. Окей. Теперь что еще? Что у нас тут случилось? А, это уехали эти штуки, нам они не нужны. Так. Дальше нам нужно будет отрезать здесь по сантиметру, наверное. Думаю, что не меньше сантиметра занимает вот это вот. Вернее, не меньше 2 сантиметров будет занимать это. Штучка. Так, нам нужно сделать следующее. Мы берем вот это вот все и отрезаем. Cut. Вот эти мы штучки удаляем. Так, это тоже удаляем. Дальше. Здесь тоже надо отрезать сантиметр. Cut. Это удалили. И теперь нам нужно вшить сюда молнию. Потом нужно будет отрезать здесь кусок ткани. Но это потом. Пока что просто вшиваем молнию. Зиппер. Так, начинаем отсюда. С шифтом зажимаем. Продолжаем. Двойной клик. И поехали с этой стороны, с шифтом. Окей. Давайте сразу настроим нашу молнию. Так, tape lens grade. Что это такое? Какие-то новые штуки появились, непонятные. Это сила. Я хочу, чтобы она была на 50, не меньше. Так.
Мне нужно стиль настроить. Начинаем со страйпа. Так. Тис. Какой размер? Где у нас размер настраивается? Так. Нам нужна... Ну, в принципе, да, обычная пластиковая молния. Дальше. Это Physical Properties, слайдер. Так, 5, 7. Ладно, пусть будет 5. А где у нас вообще размеры тут настраиваются? Что-то я не вижу. Пулер. Стоппер. Сайз. Очень интересно. Во. Ширина зубьев, думаю, что не меньше 0,5. Так. Ширина... Пресет. Так, давайте здесь что-нибудь жесткое. Trim's Go Laser какой-нибудь. А где размеры? Это материал просто. Так, где у нас размеры вообще? Ничего не понятно. Допустим, 7. И что? Так, здесь use same as slider. Ладно, давайте в слайдере выставим на 7. И что? Почему я не могу выставить ширину страйпа? Что за фигня? Ничего не понятно. Так, друзья мои. Вообще мне это не нравится. Почему-то у нас нельзя выставить ширину страйпа. И куда это... И почему так это тут растянуло все? Это что за фигня? Ага. И тут у нас еще что-то не то. Тут у нас должно быть вот так. Так. Вот. Particle distance, ширина 1 сантиметр. О, все, нашла.
Так, теперь, по всей видимости, что у нас? Зубья, наверное, маленькие. Может быть, 0,7. Ой, particle distance. Давайте 10. И толщина-то ладно. Это particle distance. Так, подождите, я только что... Где я ширину устанавливала? Я только что поменяла ширину этого. Это толщина. Thickness, length. Вот. Ширина. Давайте здесь сделаю 0,75. Типа, чтобы 1,5 было. Ну-ка. Блин. Жалко, не могу посмотреть. Вот. Да, фиг там вам. Надо 2 делать, как было, да и все. Подожди, или сколько оно тут? Так. А я сколько отрезала? То есть это вот... Ну-ка, S. Да, это по 1 сантиметру. Я по 1 сантиметру и отрезала. Окей. Что это за галочка такая? Tape Auto Grade. В общем, не знаю, что это за галочка. Ну ладно. В принципе, вполне себе меня устраивает. Единственное, что меня не устраивает, это... Давайте я сделаю какой-нибудь фьюзинг, чтобы его просто не растаскивало. Этот замок. И вполне себе он ничего такой. И давайте я сделаю цвет здесь какой-нибудь. Как у нас был здесь. Окей. Только recolor. И слайдер. У нас должен быть материал. Какой-нибудь пластик. И точно такой же. И тоже... Тут просто цвет задается и все. Так, пулер и стоппер то же самое. А какого фига? Это зубья, да? А зубья use same material as slider. И что? И что-то я не вижу, что он используется как в слайдере. Материал тут все равно другой, да? Ладно. Пластик. Короче. Все. Так, кстати, пулер и слайдер. Какого фига у меня пластиковые? Если это должен быть металл. Балда. Так, давайте зубья сделаем светлее, чтобы они чуть-чуть хоть выделялись. Допустим, 80 или 70. Это сделаем металл.
Так, что еще? Ладно, собачки потом. Это все красоту наводить. Самое главное, что я сделала этот... Кстати, я не доделала вот здесь. Я балда. Ребятушки. Вообще. Короче. Я удалила не ту линию. Надо на 1 сантиметр это поднимать. А здесь я удалила линию, которая должна была быть линией шва. Вот так делаем. Ну, не особо тут что пострадало. Сойдет. Дальше. Сколько тут? 7 сантиметров, да. Думаю, что здесь тоже где-то 7 сантиметров должно быть. Add internal isoline 7. Посмотрим. Так. И мы выставляем здесь галочку Divide. Вот эти штучки мы назначаем катон. Отлично. Вот. И стягивать мы будем только вот эту часть. Ну и там попозже. Не сейчас. Тут какая-то лажа с этим. С текстурой. Но это фигня. Ладно. Хорошо. Теперь что у нас с боковыми карманами? Боковые карманы нужно будет делать на втором слое. Но предусмотреть для них вот эту пришлепку, где я буду сшивать, нужно уже сейчас. Так, значит, делаем следующее. Add internal isoline. Я думаю, сантиметров 10. Блин, а вот нифига. А еще у меня такое вот ощущение, что манжеты короткие какие-то. Хотя нет. Давайте тогда сделаем 7 сантиметров. 7. Тогда будет более-менее. Так. И даже меньше. Даже, наверное, сантиметров 5. Нет, это слишком много. Давайте 1. Пусть будет 6. Так, и высота кармана тоже сантиметров 18. Add internal isoline. А может и 20. А может и 25. А не дофига ли? Многовато 25. Давайте сделаем 22. И тут будет... Ну, блин. Давайте на сантиметр больше. Короче, будет такой чувак. Хорошо, теперь это мы делаем следующим образом. Куда-то сюда. Так, и я делаю трим. А, блин, нет, подождите. Так, на какой стенке? На задней. А, значит, все правильно. Так, сюда. Окей. Теперь
Почему там такое в раскоряку какую-то этот карман сделан. Как будто бы. Но может быть это иллюзия. Фиг знает. Хорошо. Блин, еще момент, что вот здесь и вот здесь как будто бы параллельная линия, а у меня будет нифига не параллельная из-за вот этого заужения. И вот сейчас вот придется что-то тут мудрить. Может быть, не нужно было заужать здесь. Ладно. Так, Q and... Давайте сделаем 5 или 7. Нет, 5, потому что у нас полоска на рукаве будет 5, да? Q5 тоже. Ладно, давайте проверю, что будет, если я просто вот так сделаю. Оно визуально... А визуально оно и нормально. Вроде бы ничего такого. И вроде бы все окей. Ладно. Так, тогда мне здесь линия не нужна. Все относительно нормально. Единственное, что я сомневаюсь, это в пропорциях, что это вот на эту фигуру, типа, оно вот так вот должно быть. Дальше. С этим надо разбираться отдельно с воротником. Тут всю внутреннюю часть как-то шить особо не хочется. Но, значит, что надо сделать? Нам точно нужно сделать шов вот здесь вот на сантиметр от края. Думаю, что и здесь тоже. Так, здесь у нас будет шов. А здесь тоже. Это окей. Дальше. Я бы сделала бы и на 2 миллиметра еще шов. Его там нету, но мне все равно хочется. Так, окей. Что еще? В принципе, наверное, все. Можно делать второй слой. И я передумала делать второй слой снизу. Я решила делать второй слой сверху. Короче, сейчас будет просто страшная вещь твориться. Берем, выделяем вот это вот все. И делаем следующую команду. Create lining, pattern, create lining outside. И куда-нибудь вниз это все. Сейчас он что-то тут нашьет. Сейчас мы выставим саблейры. Я не буду переворачивать нормали, чтобы не долбаться с этим. Нам это не нужно. Нам нужен второй слой чисто для этого. Короче, для визуала. Так. Давайте попробуем вот это заморозить. А это все пусть просимулируется сверху. Ой, вот я балда вообще.
Вот это ж надо было такую фигню сделать. Мне ж нужно было в обратную сторону это делать. Короче. Это сюда, это сюда. Это же у меня верхняя деталь. Теперь пробуем. О! Ну вот. Уже что-то. Так, а что у меня с коллизией, друзья? Коллизия 1 миллиметр. Ну и нормально. Чё? Чё не так? Ой, ну какая-то фигня. Ладно. В принципе. Да, теперь клапан. Значит, Ctrl-K. Да какой клапан? Нам же нужно сначала пришить карманы. Блин, знаете, что я тупанула? Надо было сделать сначала на кармане вот эти швы. А потом уже сшивать. И причем, что отступ сделать вот здесь вот. Давайте я, короче, грохну. Быстрее будет сделать это. Значит, что мы делаем? Берем вот это. Add internal isoline extended убираем. Делаем 0,2. Потом у этого Add internal isoline делаем единицу. Дальше вот это trace какая складка? Вот это вот закрываем следующим образом. Делаем вот так. Выделяем, вот это вот. И вот это. Потом берем trace as pattern. И делаем вот такой карман. Дальше. Блин, а чё я не забрала вот это? Все. Короче, еще раз. Выделяем вот это вот все счастье. В кармане. Ладно, пофигу. Делаем так. Выделяем вот это вот, делаем trace. Да, блин. Так. Trace as pattern. И вот он нам сделал вот это. Дальше убираем вот это. Убираем вот эту линию. И у нас остались только швы, которыми будет пришиваться карман. Это куда-нибудь замораживаем. Так. Выделяем все вот это вот, кроме кармана. Делаем create lining outside. Давайте я уже сверху его расположу, чтобы не запутаться. И ставим set sublаyer. Наверное, не буду я уже замораживать. После set sublаеров оно, в принципе, не должно... Да. Все, вот оно сюда пришилось, все классно. Теперь берем карман. Один шов. Надо на верхнюю часть нашивать. Значит, еще раз М. Свободное сшивание. Так, да. Второй. Ну. Так, да. Дальше. Ctrl-K убираем. Делаем Ctrl квадратная скобка.
И что? И что-то оно не туда встало. Теперь назначаем set supplier. Ну, типа, да. Давайте сошьем. Все. Карман типа встал. Ну, что-то он как-то... Что он так себя ведет-то? Фиговенько. Какие-то заломы непонятные. Так, нас тут немножко заломало. Давайте идем сюда. Select Mesh. Сделаю я следующее. Вот так. Вытащу немножко. Просимулируем. Дальше. Здесь что-то заломало. Так, выделяем вот это. Ой, у меня еще вся сетка треугольная. Прикольно. Что-то не пошло не так. Да чтоб тебя, что не так? Почему ты все время вылетаешь из этого инструмента? Еще хуже стало. Это что за такое вообще? Давайте на аккуратной симуляции. Что-то, похоже, слои не работают. Друзья мои, что за фигня? Так. Alt 1. Да, здесь что-то происходит непонятное. Ну, давай 2 поставлю, допустим. Это что-нибудь даст или нет? Что-то ничего не дает. Интересно, это прикол со 150-м скейлом или что это такое? Или это просто прикол такой? Я сомневаюсь, что скейл вообще на это должен влиять. Но что-то впервые я такое вижу. Ладно, окей. Короче, Ctrl-D на эту сторону карман фигачим. И почему-то я не вижу, что он тут... Очень интересно. Так. Почему он не пришивает? Что за фигня? Где швы? Друзья мои. Походу, я знаю, что не так. Это Apply Symmetry with Sim. Ну. Apply Symmetry with Sim. Это тоже симметричная деталь. И это Apply Symmetry with Sim. Еще раз. Ctrl-D. О, вроде швы появились. Ладно. Ну-ка. О, отлично. Карманы пришились. Дальше. Надо будет здесь что-то с карманами мутить. Так. Сейчас надо смотреть, где у нас что должно быть разрезано. У нас должно быть разрезано вот здесь. Так, cut and sew.
Так. Дальше. Рукав. Вот в этом месте. Cut and sew. Так. Дальше. Дальше у нас... Дальше нам нужно... О, нет. Короче, нам нужно убирать вот эту симметрию нафиг всю. Ну, кроме карманов. Потому что оно еще привязано и к... Короче, делаем следующее. Выбираем вот это. Remove Linked Editing. Дальше назначаем вот это. Apply Symmetry with Seam. Apply Symmetry with Seam. Рукава тоже. Ну и вот это. Следующим образом делаем G. Так, и Convert Symmetry Axis. Все. Это симметричная деталь. Теперь, значит, здесь Cut and Sew. Так. Здесь окей. Дальше. Здесь мы ничего не режем. Спинку режем. Cut and Sew. А здесь вот эти линии, которые на 2 миллиметра меньше, мы удаляем. Вот здесь тоже. Cut and Sew. А здесь вот эту линию просто удаляем. У нас остаются пришитые вот эти линии, а лишних у нас нет. Вот эта линия нам не нужна. Так, дальше. Здесь мы делаем Cut and Sew, а эту линию мы убираем. Отлично. Давайте посмотрим, что происходит. Вроде бы окей. Зачем мы все это делали? Если сейчас не понимаете, поймете чуть попозже. Пока что просто смотрите, что происходит. Значит, теперь нам нужно понастраивать швы. Что мы делаем? Б. У нас есть такой тип швов, типа стык в стык. Но нам здесь нужен другой. Flat seam. Flat seam, есть flat seam both side, то есть оба плоские, да, а есть flat seam one side, то есть одна половинка нашивается на вторую. Что у нас это дает? Значит, давайте посмотрим. Какая у нас половинка торчит. Вот это у нас сверху. Нам нужно, чтобы задняя была сверху. Так, давайте фронт. Толщина. А хотя нам пофигу. Фронт, не фронт. Так, если Б нет, не то, нам нужно А. Да, здесь все правильно. Здесь у нас вот это. Дальше. Вот здесь вот нам нужна верхняя часть, чтобы была. Б. Знаете, что нам нужно сделать? Нам нужно вот эти швы расшить и сшить их между собой. Не с нижней частью, а друг с другом. И вот здесь мы настраиваем тоже историю. Вот этот вот flat seam и...
Что у нас сверху? У нас сверху верхняя часть. Вот, видите, что происходит? Как бы наползает ткань на ткань. И это то, что мне нужно. Хорошо, дальше. С рукавами мы сделаем то же самое. Мы не будем пришивать рукава вот этими частями, извиняюсь, к нижнему этому. И не будем пришивать рукава вот здесь, к нижней части. Так, мы будем пришивать рукава ну, то есть куртка будет пришита к куртке, короче. Ну, то есть не нижний слой к верхнему, а стык в стык. Так, что мы тут делаем? Делаем мы следующее. N. Это у нас пришивается сюда и сюда. А это у нас пришивается вот сюда. Дальше. Вот эта часть у нас пришивается сюда с шрифтом и сюда. Теперь сейчас настроим все эти швы. Выделяем вот эти все швы. И тоже настраиваем вот эту историю. Flat Sim. Только сейчас надо понять, что куда. Сейчас, по-моему, рукав туда заходит, нет? Да. Нам нужно, чтобы это был не рукав, а... Да, вот чтобы куртка была сверху. Вот. Чтобы рукав как бы влазил внутрь куртки. Отлично. То же самое нам нужно сделать со спинкой. Спинку я еще не настраивала, наверное, да. Так, Flat Sim и смотрим. Так, какая сторона? Да, Side B. Отлично. Так, здесь тени какие-то такие фиговые. Нифига не понятно. Ну вот с этой стороны понятно. Хорошо. Что еще у нас вшивается куда? Пока норм. Так, Б. Что у нас со швами? Швы должны быть тюрнед. Тюрнед. Да, кстати, давайте мы перешьем вот эти швы тоже. Это вот этот шов лучше сшить не с нижней штучкой, а с бок к боку. Вот так. Ну-ка. Да, тогда у нас не будет здесь никаких щелей, и все будет поплотнее. Ну, в принципе, к низу бы тоже неплохо бы пришить одно к другому, потому что надо было не расшивать одну сторону, чтобы потом тоже здесь шов натягивался. Так, окей. Что еще? Вот эта часть сзади. Настроим здесь шов. Тоже. Так, что у нас куда? В какую сторону? Так, правильно, неправильно, не пойму. Вот же ж светотень. Ну, ёшки ж матрешки. Походу, неправильно. Так, Б. Давай сайт Б. Так, скрою аватар.
Ну и чё, и куда? Не, надо было сайт А делать. Потому что... Да, сайт А. Вот, теперь правильно. Так. Да. Блин, ну как мне это понять-то, а? Ладно, давайте изнутри посмотрим. А, изнутри я не увижу. Если только скрыть. Так, ну и что, куда наползает? Ну неправильно же. Она же должна быть внаружу. Хорошо. Значит, сайт Б. Да, вроде бы. Так, я поняла. Давайте я уберу эти линии. Ладно, будем думать, что типа туда, куда надо, все. Вроде бы... Да что ж такое? Почему оно так стоит-то? Непонятно. Ладно, окей. Сзади это уже потом будем разбираться. Ну и потом это ж надо будет сильно приближаться, чтобы это увидеть. И не факт, что мы будем это делать. Хорошо, пришиваем клапана. Их нужно 2. Это еще что? Клапана. Сейчас я, наверное, пришью клапана, и на этом мы эту серию сегодня и закончим. Детализировать буду в следующей серии. То, что это уже что-то затягивается. Так. Сделаем так. Так, теперь Б. Сюда и... Сюда. Чего? 24,3. А чё у меня клапан такой? Ну все правильно. 18, 18. Ну-ка. Так, это приходит туда, куда надо. А это... Так, а это что у нас за... Вот я балда. У меня же здесь этим... На 0,2 должно быть больше. Ну, типа выступ. Вообще. Во. Так. Так, Ctrl-K. Так, теперь Set Sublayer это сюда и это сюда. А то еще и не встанет куда надо. Так, теперь Ctrl. У меня почему-то перепутанные скобки. Но бог с тобой. Ctrl-H. Хорошо. Теперь делаем Ctrl-D. Так. Отлично. Опа, куда полетели? Так, я хочу, чтобы... потому что не тюрнут. Все. Давайте назад. Молодцы, умницы. Так, детализацию шовчиков, карманов и всего остального уже сделаем
в следующей серии. А пока что мы сделали только заготовку к тому, чтобы вот это все тут расфигачивать. Будем всякие шовчики добавлять. Второй слой на этот, на воротник и клапан. А на сегодня, пожалуй, я закругляюсь. Была рада всех видеть, кто был со мной. Спасибо, что досмотрели до этой минуты. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, любая активность поощряется. Если хотите пообщаться, залетайте в мою телегу. Ссылочка будет в описании. Всем пока!